Поздравляю вас всех с праздником Вознесения Господнего. Знаете, такие вот важные дни в истории церкви, важные дни в истории христианства и важные дни в истории поместной Украинской Православной Церкви. Многим может показаться, что вот опять какое-то затишье, наверное, передумали, наверное, все решилось, но поверьте, готовится и готовится страшное. Очень важно, чтобы об этом узнали во всем мире. Я благодарен тем волонтерам, которые сейчас мне пишут, готовы присоединиться к процессу перевода, добавления субтитров. И будет здорово, если все получится, но все равно мне хотелось бы иметь определенный запас для того, чтобы оплачивать те работы, которые не смогут быть сделаны волонтерами. Потому если вы считаете, что важно нам продолжать делать субтитры на английском языке, чтобы люди во всем мире могли знать о том, что происходит в Украине, присоединитесь к сбору в комментариях. А мы сегодня поговорим с вами об Архиерейском соборе религиозной организации ПЦУ. Как вы понимаете, сейчас во всех новостях нам рассказывают о календаре, о календарной реформе. Мол, это историческое событие. Да вот оно самое главное, вот ради чего закрывался музей, вот ради чего закрывали выставку, вот ради чего закрывали трапезный храм Киево-Печерской лавры, потому что, как мы знаем, там заседал, как я уже сказал, так называемый Архиерейский собор религиозной организации ПЦУ. Но это отвлечение внимания. Ведь дело не в календаре. Там давным-давно это решение приняли. Все понимали, как оно будет. Все понимали, к чему это идет. Все понимали, что это такой политический шаг. А давайте-ка мы теперь будем тут не рассказывать, за какого мы митрополита, а просто-напросто будем по дате Рождества или по дате других праздников определять, с кем мы, как мы и вообще какая наша религиозная идентичность. Если вы внимательно посмотрите сайт религиозной структуры ПЦУ, то вы увидите, что помимо огромного куска текста, посвященного календарной реформе, есть еще несколько моментов, которые внизу, до которых обычно не дочитывают, но они очень-очень важны. И здесь говорится о том, что они одобряют работу предстоятеля митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Это цитата, да? За период от предыдущего заседания Архиерейского собора 24 мая 2022 года. Также они свидетельствуют о полной поддержке предстоятелю Епифанию, митрополиту Киевскому и всей Украины, как это написано у них на официальном сайте. По поводу независимости позиции, решений церкви, по поводу любого контроля внешнего со стороны политиков, мол, этого у них нет. Также они говорят, что они строят равноправные партнерские отношения с государством и институциями гражданского общества. Также Православная Церковь Украины, по их словам, заботилась и продолжает заботиться о своей свободе и независимости. И сейчас мы это увидим, о чем там вообще речь. Вот смотрите, что тут написано. Без изменений, придерживаясь определения Томаса про автокефалию и Устава Православной Церкви Украины, одобрить предложенный Священным Синодом устав, положение про управление Православной Церкви Украины с учетом внесенных правок и передать его на рассмотрение и утверждение Поместному собору. Как вы понимаете, Поместный собор — это голосуем единогласно, но, безусловно, там все проголосуют единогласно. Вот что это вообще за устав? Что это за положение об управлении? О чем речь? Я смотрел фотографии бывшего митрополита Украинской Православной Церкви, а ныне активиста религиозной структуры ПЦУ Александра Дробинка, который показывает, что они там собирались. Вот здесь фотографии того, как они сидят за столами, выставку даже не убирали, они между экспонатов в трапезном храме Киево-Печерской лавры. И можно увидеть, что здесь с одной стороны у него лежит доклад Сергея Думенко, такая книжечка. Но есть еще одна очень интересная, очень знаковая фотография. Статут положения про управление Православной Церкви Украины. Проект. То есть проект этого устава, который они должны были принимать. Его распечатали, его всем положили. Если вы хотите это прочитать, такая возможность есть. Я файл PDF оставлю у себя в телеграм-канале «Опиум для народа». Очень интересный файл, очень важный, мы сегодня будем о нем говорить. Я получил его с телеграм-канала Churcher, они его опубликовали так вскользь, и там был этот файлик, я его быстренько скачал, ознакомился, почитал, и, честно говоря, это повергло меня в шок. В самый настоящий шок.
Потому предлагаю не медлить, а скорее переходить к чтению этого самого устава. Я буду переводить с украинского на русский, чтобы было понятно более широкой аудитории, но могут какие-то слова проскальзывать. Я владею русским и украинским, и знаете, для меня уже природно использовать иногда и какие-то слова на украинском языке. Давайте посмотрим вот общие положения. Вот с самого начала, да, первый такой раздел. Украинская православная церковь Украины. То есть вы понимаете, они пытаются подменить понятие. Продолжается эта игра. Является поместной автокефальной православной церковью в Украине, соборным сообществом всех православных верных Украины, мирян, монашества, церковнослужителей и священнослужителей, неотъемлемо принадлежа к единой святой соборной апостольской церкви, главой которой есть Господь наш Иисус Христос, пребывает в едности с Матерью, Великой Христовой Церковью в Константинополе, Вселенским Патриархатом, со всеми другими автокефальными поместными православными церквями, соединяя с ними единое тело Христово. Потом говорится, на основании каких документов действует Православная Церковь Украины. Говорится, как определен статус автокефалии. Говорится, что, по их мнению, она равна в правах и обязанностях со всеми автокефальными поместными православными церквями. Ведут свое начало, как пишут, от проповеди святого апостола Андрея Первозванного, первое столетие, да, крещение Аскольда, 862 год, крещение Руси Украины во времена святого равноапостольного князя Владимира, 988 год, ну и дальше пошло. Теперь пункт 4. Каноническая юрисдикция Украинской Православной Церкви Украины распространяется на всю территорию Украины и на всю Православную Церковь Украины. Вот кажется, тут такая вот казуистика, но вот слушайте внимательно, о чем они говорят. Согласно норм канонического права Православной Церкви и согласно определению Томаса про автокефалию, полученного 6 января 2019 года, канонической юрисдикции Украинской Православной Церкви Украины, как автокефальной, независимой и самоуправляемой, подлежит вся Православная Церковь. Епархии, монастыри, приходы и все другие православные церковные организации, религиозные организации, которые находятся в международно признанных границах Украины. За исключением канонично созданных Ставропигий Вселенского Патриархата и представительств подворий автокефальных поместных православных церквей, которые пребывают в юрисдикции своих церквей с согласия Православной Церкви Украины. Присутствие на территории Украины православных церковных организаций, религиозных организаций, епархий, монастырей, приходов и других церковных организаций за пределами единства с Православной Церковью Украины, в частности, в юрисдикции Московского Патриархата Российской Православной Церкви, является нарушением норм канонического права и аномалией, которая требует исправления. Православная Церковь Украины стремится к преодолению этой аномалии и к каноническому единству всех православных верных в Украине под амафором предстоятеля Православной Церкви Украины согласно определению 34-го апостольского правила, других канонических правил и Томаса про автокефалию, полученного 6 января 2019 года. Вы понимаете, о чем речь? Вы понимаете, что вообще происходит? Вы понимаете, что без меня женили? Что кто-то там решил внезапно, что все православные, которые живут на территории Украины, они внезапно становятся частью религиозной структуры ПЦУ. Они не вправе выбирать, частью какой церкви им быть, входить им в состав ПЦУ или нет. За них уже все решили. И более того, не только люди, но все имущество других православных церквей, которые вот не вписываются в картину мира Православной Церкви Украины, оно тоже принадлежит ПЦУ. Потому что, по крайней мере, об этом они заявили в своем уставе, в этом проекте. И, как вы понимаете, их поместный собор, так называемый, он примет это решение. Это достаточно серьезный прецедент. Если мы видим, что у нас даже обычные светские суды пытаются тут разбираться в нормах канонического права, что, безусловно, для светского государства какая-то форменная дикость, то здесь мы можем увидеть, что ситуация может невероятно заостриться. И уже заостриться не только на Киево-Печерской лавре, не только на каких-то нескольких храмах, а, поверьте, заостриться совершенно по всей стране.
Пункт номер 6. Название «Украинская православная церковь», «Православная церковь Украины», «Украинская православная церковь», «Православная церковь Украины» используются как эквивалентные официальные названия с учетом норм православной канонической традиции, исторической правопреемственности, в зависимости от контекста и актуальных правовых норм. То есть вы понимаете, о чем речь. Вы понимаете, что вообще происходит. Вы понимаете, вот какой вообще они себе плацдарм открывают для деятельности. Вы понимаете, какой это плацдарм для религиозного рейдерства. Когда уже не нужно там суетиться с местными властями, когда не нужно уже собирать массовку, когда не нужно голосовать и рассказывать, хотим мы или не хотим. Мы никогда в этом храме не были, никогда не побываем. Но давайте-ка мы решим, заберем его у Украинской православной церкви и отдадим структуре Сергея Думенко, отдадим этой самой религиозной организации ПЦУ. Что интересно, они пишут, что их высший орган – это Поместный собор. Поместный собор имеет право решать все вопросы. Это вот самый важный орган, который будет решать вопросы внутри организации ПЦУ. Вот второй раздел – Поместный собор, что собор собирается, созывается митрополитом Киевским и всей Украины, а в случае его смерти местоблюстителем вместе со Священным Синодом, но не реже, как один раз в 5 лет. В случае необходимости митрополит Киевский и всей Украины имеет право созывать внеочередной поместный собор. Что интересно, процедура выборов на поместный собор делегатов от клира, монашества, духовных учреждений и мирян, их количество устанавливается предстоятелем и Священным Синодом соответствующим решением. То есть представьте себе Сергей Думенко, которому нужно созвать поместный собор, который, возможно, захочет осудить решение Сергея Думенко или захочет выбрать другого предстоятеля, но именно он определяет, кто и как войдет в этот поместный собор. То есть человек получает неограниченную власть, невероятную власть. Человек, похоже, становится самым настоящим, практически папой римским. Но только все говорят о календаре. Все говорят о том, что Рождество они хотят праздновать не 7, а 25. Это самая большая проблема. Да это далеко не проблема. Это их решение, пусть они празднуют, когда хотят, хоть 1 июня, на День защиты детей. Вот где проблема. Вот что остается за кадром. Вот что почему-то не хотят показывать СМИ. Вот о чем не хотят говорить журналисты. Вот почему никто не хочет взять и перечитать эти документы. Это только первый слой, это так вот слегка копнул. Пожалуйста, перейдите в канал, скачайте себе этот проект, почитайте, посмотрите, поговорите с юристами. И это серьезнейшая проблема. Я уверен, что результаты этой проблемы мы с вами очень, к сожалению, очень скоро можем увидеть. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона. Посоветуйте это видео и разошлите его максимальному количеству людей, потому что это невероятно важно. И важно, чтобы как можно больше людей об этом начали говорить уже сегодня. Предупрежден, вооружен. До скорой встречи.